Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами первое поколение героев. В телеграм-канале я создал опрос, большинство проголосовало за эту тему. Сегодня будет первое поколение, через неделю второе, надеюсь. Ну и так далее, пойдем. Значит, первое поколение, скорее всего, для новичков. Поэтому давайте все детально, со снов начнем и все обсудим. Заходим в героев, и тут у нас такая картина. Новичок скажет, откуда у тебя столько героев, что это такое, у меня только Молли и все остальные фиолетовые. Не беспокойтесь, как только вы начали игру, у вас два доступных мифических героя, редкие герои и обычные герои. Ну и также донатные, Наталья и Джеронима. Есть три способа добыть героев и прокачивать их. За общие мифические фрагменты, за алмазы и, конечно же, за деньги. Куда без этого. Нас интересуют первые два варианта, потому что за деньги, если вы захотите прокачать героя, это очень дорого. Это примерно $500, чтобы один герой дошел до 5 звезд. Не стоит этим заниматься, лучше вкладывать во что-то другое. Так что давайте поговорим про первый вариант. Вы в первом поколении, 40 дней до следующего поколения, так что общие мифические фрагменты мы никуда не тратим. Молли мы можем прокачать и без общих мифических фрагментов, через зал героев за Великий Найм и через маяк. Выполнив всякие задания, в день примерно 5 штук можно получить. 5 фрагментов Молли. Так что деньги и общие фрагменты или алмазы на Молли мы не тратим. Остается Зинман. Его мы можем прокачать через колесо фортуны, но я вам этого делать не советую. Можете прокачать его до 2, максимум до 3 звезд, чтобы получить навык скорости улучшения зданий. Но об этом попозже. Если мы не тратим алмазы на Зинмана, значит мы их копим. Стараемся прокачать там VIP хотя бы до 6 уровня, остальное все копим. И на втором поколении тратим эти алмазы на Флинт. Каждое новое поколение появляется колесо фортуны, и там уже другие герои. На каждого нового героя в новом поколении 5 колес фортуны. Редко бывает 4, редко бывает 6, чаще всего 5. Нам надо на колесо фортуны одно 160 тысяч алмазов. То есть в общей сумме на одного героя 1 000 000 алмазов. Ну или же 1075 общих мифических фрагментов. Значит, вот так. Из того, что было сказано, можно сделать вывод, то, что первое поколение героев мы копим почти все наши ресурсы и тратим их уже на втором поколении. Дальше у нас идут герои, которые можно прокачать за деньги. Если вы сделаете какую-то покупку, вам дадут 1 звезду Натальи. Джеронима намного дороже, намного сложнее получить. Его можно получить через магазин VIP. Здесь, снизу, как видите. С 7 VIP он начинается и до 12 VIP идет. Их я вам не советую. Конечно, если вы много тратите, то без этих двух героев никуда, особенно без Джеронима. Если вы решили, что будете в эту игру вкладывать больше $1000 в месяц, то спокойно можете начать с Джеронима, прокачать его до 4 звезд, и там уже, когда вы дойдете до VIP 12, прокачать его до 5 звезд. Но это уже отдельная тема. Все-таки нас большинство тех, кто мало тратит денег. Если вы подумали, что, Джеронима классный, я трачу в месяц где-то $100-200, прокачаю его до 3 звезд и оставлю так. Не стоит. На 3 звездах он вам таких плюсов не даст. Если его прокачивать, то уже как можно максимальнее. Перейдем к навыкам наших героев первого поколения. Так как это первое поколение, не хочу вас сильно нагружать, скидывать на вас массу информации, поэтому по-простому постараемся пройтись. Самое главное, то что навыки делятся на 2 типа – освоение и экспедиция. На арене работают только навыки освоения. Только. То есть вот эти вот левые навыки – это арена и освоение. Правые навыки – это экспедиция. Когда мы сражаемся с другим городом, нападаем там или защищаемся, битва за замок. Когда мы присоединяемся, например, работает только первый навык. Присоединились к чему-то рейду или гарнизону, активен только первый навык экспедиции. Только он. Это очень важно, многие этого не знают, путаются и создают такие вот ошибки, которые приводят к поражениям. Поэтому теперь вы знаете и сможете с умом сражаться. Ну и давайте изучать ее навыки. Первый навык экспедиции дает нам шанс оглушить врага на 20%, то есть 20% шанса. Это не очень важно, слабый навык не важный. А вот это хороший навык. 50% шанс нанести 50% больше урона. И 25% к наносимому урону. Вот так. На арене у нее слабые навыки, но они дамагерские. То есть производится атака, у которой будет сила 250% от атаки Молли. У Молли атака
2500. То есть примерно, ну, сами можете посчитать, сколько это выходит. 7500, по-моему. Примерно так. Навыки такие. Особо о них тоже не говорю, потому что они просто дамагерские. Ставите ее сзади, и она наносит урон. Так будет лучше всего. Важнее всего навыки наших фиолетовых героев. Потому что Патрика мы используем очень долго. Там до 5-го, до 6-го поколения. Ведь его навык при присоединении к чужому рейду или гарнизону, когда вот вы в замке, ваш альянс, да, допустим, держит замок, нужно присоединиться с Патриком, чтобы он увеличил ваше здоровье. Здоровье всего гарнизона на 25%. Запомните, это очень важно. Именно присоединение, а не создание рейда, или если вы глава гарнизона, то это другое. Там надо использовать сильнейших своих. То же самое касается Сергея, потому что этот навык дает плюс 20 к защите, то есть меньше урона. Так. А Джесси мы будем использовать, когда наш враг занимает замок, какой-нибудь самый сильный там кит ваш в альянсе создал рейд, вы присоединяетесь к Джесси, с Джесси, потому что ее первый навык дает плюс 25 к урону. Это отличный навык, поэтому используйте ее. Разные фиолетовые герои используются в разных тактиках, но самые основные именно вот эти вот 3 героя. Бахити можно тоже использовать, по идее. Он защищает, тоже вот получаемый урон войсками уменьшается. Там у кого-то тоже хороший навык был. Атака всех врагов снижается там на 20%, да, при максимальном изучении навыка. Это все можно изучить, если вы хотите создать какую-то классную тактику, и использовать. Реально работают эти навыки и имеют большую роль. Также в первом поколении у нас есть вот такие вот голубые герои. У них есть самый главный навык, который нам важнее всего. Это скорость сбора на карте. Например, у Юджина скорость сбора древесины. У Клорис сбор мяса. И так далее. Они идут. Все ресурсы вы можете побыстрее собирать. Поэтому этот навык обязательно качайте. Остальные не так важны. У Зинмана есть отличный навык, который нам помогает быстрее строить нашу топку. И за меньшее количество ресурсов. Поэтому этот навык тоже надо прокачать хотя бы до 4-го уровня, как я. Ну, хотя можно вот максимально до 4-го уровня прокачать его. Можно дальше и не идти. Вот так. Есть 2 героя, у которых есть дополнительный навык. Вот здесь вот, например, сила Урсуса, что ли? Сила Урсуса. Что-то такое. Дает нам плюс 2 к атаке, плюс 2 к защите на моем уровне. Дальше плюс 4, потом, наверное, будет плюс... В общей сумме, по-моему, там 15 было. Нет, 10. Максимальный уровень — это плюс 10 к атаке, плюс 10 к защите процентов. Тоже очень хорошо, но, как я и сказал, только ради этого донатить не стоит. У Джеронима плюс 15 к смертоносности и плюс 15 к здоровью всех наших войск, даже если его нету в атаке или нету в защите, просто если он у вас есть открыт, то его навык будет действовать на всех. Перейдем к снаряжению героев. Тут тоже очень важно, подробно на первом поколении вам расскажу. Есть 4 ячейки для обычного снаряжения, но у мифических героев есть дополнительная ячейка к эксклюзивному снаряжению. Да, вот она. Давайте перейдем к Молли, потому что это уже 2-е поколение. Вот. Можете прокачать ее оружие до 4-го уровня. В принципе, это не очень сложно, но нужно сделать. Я не сделал, я еще не знал на тот момент, когда это нужно было делать. Сейчас я знаю, но это уже не имеет значения. До 4-го уровня, если вы ее прокачаете, если вы средне тратите денег на игру или больше, то лучше там до 6-го. Самое важное, что мы отсюда получаем, это, конечно, вот эти показатели, ну и навыки. Навыки снаряжения делятся точно так же, как и навыки самого героя. На освоение и на экспедицию. Освоение мы сказали, что это арена. Экспедиция — это просто вот обычные атаки. Нас больше волнует экспедиция. Смертоносность повышает наше оружие. На максимальном уровне дает 15% смертоносности войск. Что немало. И очень хорошо. Есть обычное снаряжение. Его нужно прокачивать в таком порядке. То есть у пехоты главенствует здоровье и защита. Также и здесь. У копейщиков смертоносность и атака. Так же, как у копейщиков, у стрелков тоже смертоносность и атака. Но советую стрелкам немножко сильнее прокачивать еще и здоровье. Не надо сильно, но немножко можно. Вот так. Надеюсь, все детально, подробно объяснил.
У Зинмана оружие вот такое. В принципе, его многие киты используют для того, чтобы, если они захватили какую-то башню или там пушку, они его ставят на защиту, и он тоже прекрасно помогает. Все эти навыки очень важны, если вы хотите играть как сильный игрок, но они меняются в зависимости от вашего стиля игры. Есть герои, которые в защите хороши, есть которые в атаке, в убийствах. Разные есть герои. В первом поколении у нас Молли, убийца, да, смертоносность нам дает, а Зинман, наоборот, как бы защищает, добавляет нам атаку, когда мы защищаемся. Давайте у Натальи тоже посмотрим. Снаряжение. Наталья призывает стаю зверей, которые присоединяются к рейду и увеличивают смертоносность войск. Создаете рейд, и у этого рейда будет плюс 15 к смертоносности. У Джеронима мы не можем посмотреть, потому что он не открыт у нас. Насколько я помню, у него плюс к атаке 15% на максимальном уровне при создании рейда. Если нет, то, пожалуйста, в комментариях, у кого есть Джеронима или кто знает, имеет информацию, напишите. Думаю, многим будет тоже интересно. По снаряжениям тоже прошлись. Как я и сказал, самое главное просто на первом поколении больше копить именно алмазов и общих мифических фрагментов. И уже со второго поколения начинается вся возня. Так что ставьте лайки. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Если оно вам понравится, я постараюсь как можно быстрее и намного лучше, насколько это возможно, рассказать про второе поколение, потому что там реально уже интересно. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!